Привет, друзья! Меня зовут Богдан Сарасек, и я рад представить вам первую серию моего видеоотчета о путешествии по Грузии в мае 2017 года. Начать бы я хотел с того, почему, собственно, именно Грузия, и почему эта страна пользуется такой популярностью у велопутешественников со всего мира. Причин этому несколько. Во-первых, Грузия обладает очень красивой и разнообразной природой. Горы, равнины, морское побережье, каньоны, водопады и многое другое. Во-вторых, в Грузии огромное количество разного рода культурных достопримечательностей, крепостей, храмов, древних городов и прочих исторических мест. Это страна, в которой хорошо помнят и очень берегут свое историческое прошлое. А самое главное для велотуриста здесь то, что все достопримечательности Грузии сконцентрированы на очень небольшой территории. Маршрут можно составить таким образом, что в радиусе 50-100 километров можно найти что-то интересное. А значит, буквально каждый день наслаждаться новыми впечатлениями, пейзажами и разного рода достопримечательностями. В-третьих, кто бы что ни говорил, Грузия абсолютно безопасная для россиян страна, с жителями которой нас связывают без преувеличения века общей истории в составе Советского Союза и в составе Российской империи. Среди других определяющих факторов при выборе страны для моего очередного приключения было то, что Грузия находится относительно близко. Отсутствуют языковые барьеры, а также отсутствует необходимость оформления визы для россиян. Итак, выбор пал на Грузию. Концепция путешествия состояла в том, чтобы проехать на велосипеде от Тбилиси до Батуми через Верхнюю Сванетию и перевал Загар, посетив при этом все близлежащие достопримечательности. А именно Тбилиси, затем древняя столица Мцхета, пещерный город Уплесцихи, город Гори, города Чиатура, Кутаиси. Далее я хотел посетить пещеру Прометея, затем переместиться в Зеда-Горди, где находится каньон реки Акации и водопад Кинчха. После этого отправиться на север, через Лентехи и перевал Загар, попасть в самое высокогорное поселение Европы, село Ужгули. Затем вместе оттуда проехать до Зугдиди, Поти и конечная точка город Батуми. По секрету скажу, что была запланирована еще и вторая часть маршрута, такая некая программа «Максимум». От Батуми проехать на восток до Боржоми через перевал Гадырди и пещерный город Вардия. Но даже на этапе планирования я очень сомневался в том, что, налазившись по горам Верхней Сванетии и оказавшись потом на Черноморском пляже Батуми, я вряд ли захочу опять лезть в горное бездорожье, даже для того, чтобы посмотреть на целый ряд очень известных достопримечательностей. Крепость Рабат, пещерный город Вардия, крепость Хиртвиси, тот же знаменитый курорт Боржоми и прочее. К тому же, решившись на вторую часть маршрута, я очень рисковал просто не успеть вернуться ко времени вылета из Тбилиси в случае появления каких-то форс-мажорных обстоятельств. Тем не менее, я все же заранее создал GPS-треки для навигатора для обоих маршрутов и отметил все ключевые точки на карте. Я упаковал снаряжение, погрузился в самолет и вечером 15 мая оказался в Тбилиси, столице Грузии. Здесь я начну и здесь же закончу свое путешествие. Итак, первый день у меня был посвящен беглому осмотру Тбилиси и Мцхеты. Первое впечатление о Грузии оказалось очень положительным. Сперва я не мог понять, почему, когда я еду на велосипеде, проезжая мимо меня, автомобили постоянно коротко сигналят. Впоследствии я понял, что оказывается это определенная форма приветствия в Грузии. Здороваться здесь приходится очень много. Когда я ехал по отдаленным нетуристическим местам и селам, приходилось здороваться буквально с каждым человеком на улице. Снаряженный велосипедист вызывает настолько пристальное внимание местных, что не поприветствовать их просто невозможно. Однажды даже было так, что дети и подростки, прежде играющие на школьном дворе, забывали про все, бросались к ограде и наперебой кричали на всех известных им языках, пытаясь познакомиться и заговорить. В первый день в Грузии я на собственном опыте убедился в том, что такие слова, как Грузия, гостеприимство и дружелюбие, просто неразделимы. Гостеприимство и дружелюбие грузин настолько огромное и искреннее, что сперва не можешь поверить всему происходящему и ищешь какой-то подвох. Тбилиси на меня особого впечатления не произвел. Это мегаполис с населением более 1 миллиона человек. Город очень шумный, суетный, совершенно не приспособленный для передвижения на велосипеде. Я планировал детальный осмотр Тбилиси в конце путешествия, перед вылетом, а в первый день я переночевал и утром 16 мая выехал, закупившись продуктами и недостающим снаряжением. В пригороде Тбилиси находится первая важная точка моего маршрута. Это древняя столица Мцхета. Древнейший город Грузии, основанный в V веке до нашей эры.
Здесь, кроме прочих достопримечательностей, находится храм святицы Хавели, который в своем современном виде стоит на этом месте аж 1010 года. На возвышенности близ Мцхеты находится монастырь Джвари, основанный в конце 6-го, начале 7 веков. В Грузии очень берегут свои христианские традиции. На протяжении всего путешествия мне довелось побывать в совершенно разных храмах и церквях. Все они по-своему интересны, но меня больше затронули те, что находятся вдали от туристической суеты. После осмотра Мцхеты я выдвинулся в направлении города Гори, вечером заночевал в палатке там, где меня фактически застали сумерки. На следующий день я планировал попасть в древний пещерный город Уплецихи, но случилось непоправимое. Неожиданная поломка велосипеда заставила меня задуматься о вообще самой возможности продолжить путешествие на велосипеде. Об этом я расскажу уже в следующей серии. ხელი ხელს ქალაქს უთქვა წყალი ხეს მეტად გვინდა რაც დრო გადის სითბოსავს შუქი ბნელს ბაურსღიმილი მოხუცხნე თესვა მხოლოდ სიყვარულის ძალა ხავს ყოველ დღე პოლიტიკოს სიმართლე ძვენა მხოლოდ თავისუფლების